В 1963 году житель турецкого города Деренкую решил расширить подвал своего дома. Он пробил стену, и за ней оказался туннель. Туннель вел в коридор. Коридор – в комнату. Комната – в следующий этаж вниз. И так 8 раз вглубь. За этой стеной скрывался многоэтажный подземный город с кухнями, конюшнями, церквями, школами и вентиляционными шахтами, которые работают до сих пор. Самые глубокие и древние его уровни появились задолго до христиан. Кто их вырубил и зачем? На этот вопрос наука до сих пор не дала окончательного ответа. Деренкую не единственный. Сегодня мы разберем 5 подземных объектов с 4 континентов. Каждый открыт для посещения. Каждый задокументирован. У каждого есть вопрос, который ученые признают открытым. Большинство из нас имеет довольно линейную картину прошлого. Сначала люди жили примитивно, потом строили все сложнее, потом появились современные города. Это разумная картина, но она плохо объясняет то, что мы находим под землей. Начиная с середины 20 века, археологи обнаруживают подземные сооружения, которые не вписываются ни в один привычный нарратив. Слишком масштабные, слишком точные для инструментов своего времени, слишком плохо задокументированные в источниках эпохи. Мы не будем говорить о пришельцах, мы будем говорить о том, что реально зафиксировано, и о вопросах, которые сами историки и инженеры признают открытыми. Правило нашего расследования – только задокументированные факты, только реальные имена, только то, что можно проверить. Деренкую расширялся несколькими цивилизациями. Верхние уровни с церквями и крестами – работа ранних христиан, которые прятались от преследований. Это хорошо задокументировано и объяснено, но самые нижние, самые древние уровни появились задолго до христианства. Именно их происхождение – тот вопрос, который наука признает открытым. Инженерия вентиляции. Более 50 вентиляционных шахт спускаются вертикально через все уровни. Специалисты Невшехирского музея, проводившие картографирование, зафиксировали: воздух распределяется по всем этажам без застойных зон. Воспроизвести такую систему без современных расчетов и приборов – инженерная задача, которую ученые признают нетривиальной. Каменные двери. Каждый уровень отделяется дисковым затвором весом от 200 до 500 килограммов. Диаметр отверстия ровно такой, чтобы прошел один человек. Система запирается только изнутри. Конструкция элегантна и не имеет аналогов в других подземных сооружениях Анатолии того же периода. Самый неудобный вопрос. Для чего строили нижние уровни? Угроза арабских набегов? Объяснение для верхних, христианских. Но что заставило людей хетской или фригийской эпохи вырубать это под землей? Письменных свидетельств нет. Как думаешь, что заставило первых строителей уйти так глубоко? Напиши версию в комментариях. В 1992 году крестьяне деревни Лонгью в провинции Джэцзян осушили старый пруд. Под ним оказалась пещера. Под следующим прудом еще одна. Итого 36. Ни в одном дошедшем до нас китайском историческом источнике нет упоминания о том, кто и когда создал эти пещеры. Это не гипербола, это задокументированный факт. Ни одна летопись их не фиксирует. Стены. По всей поверхности параллельные насечки под одинаковым углом. Геометрия повторяется во всех 36 пещерах. Ян Хунсюнь, историк архитектуры из Китайской академии общественных наук, изучавший объект, выдвинул наиболее академически признанную версию. Пещеры могли быть построены по приказу царя Гоуцзяня государства Юэ как хранилище и укрепление. Однако прямых письменных подтверждений этой версии также нет. Масштаб работ. Чтобы вынуть такой объем породы, потребовался бы многолетний труд тысяч людей. Что странно, количество артефактов, найденных внутри, несоразмерно мало для столь масштабной стройки. Это не означает, что строители исчезли. Это означает, что мы не понимаем логистику проекта. Чавин-де-Уантар – монументальный храмовый комплекс в перуанских Андах. Под ним разветвленная сеть каменных галерей, построенных около 3000 лет назад цивилизацией Чавин. Акустика – главная задокументированная загадка. Мириам Калар, музыковед и акустик из Стэнфордского университета, провела несколько экспедиций в Чавин, начиная с 2001 года. Ее исследование, опубликованное в Journal of the Acoustical Society of America, показало, галереи спроектированы так, что резонансные характеристики усиливают звучание ритуальных инструментов, раковин труб путуту на определенных частотах около 110 Гц. Это не случайность. Архитектура усиливает именно тот диапазон, в котором звучат ритуальные инструменты, найденные прямо здесь. Это означает, строители понимали акустику помещения до его завершения. Иными словами, они проектировали звук так же, как проектировали стены. Система галерей пережила 3000 лет. В 1945 году объект сильно пострадал от оползня и был частично погребен. После реставрационных работ галереи снова функционируют. То, что инженерия выдержала столь долгий срок в сейсмически активной зоне, само по себе предмет для изучения.
Если тебе интересно, как именно звучали ритуалы в этих галереях, подпишись. Следующее видео будет об акустических загадках древних храмов. Матмата – это не покинутый город. Здесь живут люди сегодня. Берберские племена юга Туниса выработали свою строительную традицию задолго до нашей эры. Вертикальный колодец-двор, вырытый в мягкой породе, из которого расходятся жилые комнаты. Сверху небо, вокруг постоянная температура породы. Климатология. В разгар сахарского лета, когда поверхность нагревается до плюс 45, внутри подземных домов держится плюс 20-22 градуса. Это не мистика, это геотермальная инерция. Порода накапливает и отдает тепло медленно. Принцип работает в любом глубоком погребе. Но берберы применяли его как основу всей архитектуры на протяжении 2000 лет. И это заслуживает внимания само по себе. 1967 год. После разрушительных дождей часть туннелей обрушилась. Международные организации прибыли с гуманитарной помощью. Именно тогда западная пресса широко написала о том, что здесь тысячи людей живут под землей. Не потому, что этого не знали раньше. В 1943 году здесь шли бои, и союзные командиры прекрасно знали местность. Но именно катастрофа 1967 года сделала подземную жизнь Матматы международной темой. Часть жителей отказалась переезжать в надземные дома даже после обрушения. Они живут в туннелях до сих пор. Деринкую и Каймаклы – это не два отдельных объекта. Это два узла одной подземной инфраструктуры. Между ними идут соединительные туннели. Их протяженность и состояние изучены частично. Часть непроходима из-за обрушений. Но сам факт наличия подземных соединений между городами означает, речь идет о спланированной системе, а не о стихийном строительстве. 2014 год. При подготовке к строительным работам в Невшехире турецкие археологи зафиксировали следы нового крупного подземного объекта. Министерство культуры Турции объявило раскопки. По первым данным, объект может превышать Деринкую по масштабу. Исследования продолжаются. Окончательных данных пока нет. Более 200 подземных объектов в одном регионе. Это не отдельное убежище. Это инфраструктура, требовавшая централизованного планирования. Кто принял решение строить такую сеть, в какой период и какая угроза была настолько серьезной, что оправдывала такой масштаб, остается предметом дискуссии среди историков. Мы прошли через 8 этажей Деринкую, 36 пещер Лонгию, акустические галереи Чавина, подземные дворы Матматы и туннельную сеть Каппадокии. У каждого из этих мест есть официальные объяснения. Они не фальшивые и не ненаучные, но у каждого есть и вопрос, который сами ученые признают открытым. Зачем строили нижние уровни Деринкую до христиан? Почему нет ни одного источника о строительстве Лонгию? Кто и зачем закладывал акустику в архитектуру Чавина? Что именно в 2014 году нашли под Невшехиром? Это не вопросы конспирологов. Это вопросы из академических статей, музейных каталогов и полевых отчетов экспедиций. И главный вопрос, который объединяет все 5 объектов, что именно заставляло людей разных эпох на разных континентах принимать одно и то же решение – строить под землей, когда поверхность казалась доступной. Твоя версия – следующая улика в деле. Напиши в комментариях, от чего они уходили под землю.